Всем привет! В предыдущей серии мы посетили невероятных масштабов сооружения, 5-й энергоблок. Побывали в зале реактора и нашли легендарное окошко с видом на 4-й энергоблок. А в этой серии я расскажу, как мы шли с 3-й очереди до Припяти, где мы ночевали. Мы найдем сталкерскую квартиру недалеко от Припяти и будем читать записки сталкеров. И, конечно же, оставим свое послание. Предыдущая серия закончилась тем, что мы сделали привал возле пруда охладителя. После коллективного совещания мы все-таки решили рискнуть и набрать оттуда воды. Дело в том, что у нас запас оставался всего лишь около 2 литров на 5, а идти нам, грубо говоря, нужно было еще всю ночь, и еще впереди был вечер. То есть этой воды хватило бы максимум сварить вечером еду, поужинать и по глотку на дорогу. То есть этого никак не хватало. Поэтому мы все-таки решили набрать воду из пруда охладителя. Как я уже узнал после похода, это довольно безопасно, воду оттуда можно набирать, пить. Почему? Во-первых, потому что до недавнего времени вода там сменялась полностью, ее меняли примерно раз в год, то есть она не застойная. И второй момент, что радионуклиды, те, которые там были после аварии за 30 с копейками лет, давным-давно осели под слоем песка и ила. Решили все-таки спуститься к этому озеру, которое входит в пруд охладитель, посмотреть, что там за вода. По идее, в принципе, должна быть нормальная. Да у нас выбора особого нет. Воды ни хера нет, даже жрать приготовить и чай нет, воды нет. Вот вопрос в другом, что здесь камни, блядь, и спускаться очень, я бы сказал, приятно в кавычках и опасно в прямом смысле этого слова. Попробуем гречечку с тушенкой на местной водичке. Вот это сероводород, судя по всему. Водичку набрали, теперь идем к месту, где оставили рюкзаки. Гречечку горячую с тушеночкой, чаечек с шоколадкой. О! После 5-го энергоблока кушать прям захотелось хорошо так. Походы в ЧЗО не лишены своих романтических моментов. Лес, готовится тушеночка с тушничком, а мы курим сигарки. Будем пить коньячок, да? И будем пить коньячок. Только что так могли лохануться просто. Вот здесь мы разлеглись, мы думали, дорога далеко. В 10 метрах от нас проехал экскурсионный автобус. И мы не знаем, увидели нас или нет. Короче, инспектор навігатора показує, каже, що херня, що там, короче, фонить варить. Но фонить не так. А я туди сюди, давай, каже, дергать документи, каже, в 83-му году, короче, був, якась хрень була, це був, короче, теж що-то жахнуло. І варенька осталася, вареньки це було видно. Так, я говорю, що багато чого тут не розказуєш. Там чувак рассказывал, он говорит, я приехал работать в зону, и ему дали... Вечереет, собираемся потихоньку. После градирни и 5-го энергоблока нам удалось таки в лесу сладко поспать пару часиков. Сейчас темнеет и выдвигаемся в сторону Припяти, примерно 12 километров до Припяти. Потом через ночную Припять без фонарей идем на хату. Мы практически дошли до хаты, которая недалеко от Припяти, где будем ближайшие 2 дня спать. Сейчас бобер ищет ее где-то, вот она уже должна быть где-то тут. Хатка. Хатка. А где вход? Хатка. Ура! Бля.
никого. Вроде как оставляли. Не, воняет перегаром. Ну, это не факт, что это перегар. Мне кажется, это запах просто вот самого дома, вот что-то здесь. Что? Вся хуйня, по-моему, Нет, была разбитая. Что? Баллон на месте. Баклажки на месте. А вот здесь, да, пахнет чем-то. Не, чувак, даже мои салфетки на месте, баллоны на месте, скотч на месте, все есть. Специи. Реально ничего не поменялось. Может, кто-то бухал. Заебись, блядь. Кто-то же нашел в таких чигирях эту хату. Не факт, буквально не заходило. Проблемка заключается в том, что вот эта вся вода, которая у нас осталась, на 5. Поэтому хлопцам сейчас придется еще идти в Припять набирать воды. Это ну, к речке Припять. Да. До слов доебывается. Ну, потому что он не в год. Блядь, ну когда... Короче, еще 1,5 часа ребята сейчас будут туда-обратно идти, это жесть. В общем, на 3-ю ночь усталость накопленная все-таки дала о себе знать. Очень тяжело было идти. Под конец просто уже все еле передвигали ноги. Орел вон вообще бахнул таблетку кетанола, да? Да. Да, обезболивающего сильного, потому что вообще... Передаю ощущение, потому что никто об этом не говорит. Стопы. Вот самое главное это стопы. Просто такое ощущение, как будто бы они сейчас взорвутся изнутри. Их просто вот распирает. Это самое основное. Конечно, спина, поясница. Я мозоль на пятке натер довольно сильную, тоже дают о себе знать. Большие пальцы на ногах. Получается, когда берц наступает, там где сгинается на пальцах, оно на палец, получается, давит. И вот от долгой ходьбы, получается, еще и пальцы болят, не только пятки. Такие дела. Юрий, со своей стороны я добавлю, сейчас все скажут, берцы, кто ходит в берцах, там, конечно, в берцах внутри. Берцы в нашем понятии это хорошие трекинговые, как минимум, ловы, обувь. То есть у нас вся группа, все 5 человек, все в ловах. То есть нет понятия, что берцы это вот это кожанки солдатские, и тоже будет, что у тебя стопы. Нет, не у него одного, у всех стопы. Просто у всех, поголовно. Так что вот так вот. И даже несмотря на то, что у всех недешевая обувь и разношенная, все равно стопы, пятки. А вы представьте, что было бы, если бы обувь была, допустим, некомфортная, не разношенная, более дешевая. Была бы жопа полная. Пятки страдают, потому что ты как минимум тащишь лишних 25 килограмм веса. У тебя организм привыкает к своему весу, и пятки привыкают, стопы. Тут лишних 25 килограмм. Ну и плюс еще дистанция. Вот и все. И это не все по тропиночке ровненькой в кроссовочках. У нас в планах хорошенько выспаться, отдохнуть. И завтра утром будем идти в Припять. Хата эта находится примерно в 20, да? В 20 минутах ходьбы, да? Да. Даже меньше, Орел. Не, 20 минут. 20 минут ходьбы до Припяти, как сказал наш проводник Бобер, лучше 20 минут пройтись, но здесь нормальная хатка, чем по Припяти искать квартиры, и это не совсем, в том числе и безопасно, ночевать в квартирах в Припяти. Да, хата оборудованная, окна все целые, вон стол, стулья есть, вон шкафчик там, ну, короче. Срач это умышленно. Оставляем, мы можем тут и подмести, навести порядок. Но тогда сразу будет видно, что эта хата обитаемая. Да, ну по сталкерским меркам это идеальная хата. Как бы всем нам не хотелось уже поскорее лечь спать, но мы должны дождаться Куба и Бобра, которые пошли за водой. Реально 2 героя после такого перехода, когда все еле передвигают ноги, они еще 4 километра пошли до речки набирать воду. Дождемся их, приготовим покушать, выпьем чаю, и тогда уже будем ложиться спать. Спешки у нас уже никакой нет. Завтра уже как проснемся, так и пойдем в Припять. Вот так выглядит ночлежка сталкеров. Все будем к друг дружке прижиматься, согревать пердежом, так сказать, и храпом. Утро просто капец.
Поспать нормально не удалось. Коврик самонадувающийся сдулся. Все твердо, все болит. Короче, просто жесть. Еще вот этот человек, это рекордсмен по храпу. Вот сейчас это не шутка, вот реально дрожали стены комнаты. Он втягивал вселенную, создавал новые черные дыры. Как самочувствие? Нормально, ну как, мы знали, чего ожидать. Не, это ж не ты не мне рассказываешь, а людям, чтобы понимали на третий день какое состояние. Состояние? Состояние, как будто по мне трактор проехал. Ну, примерно то же самое, да. Единственное, что следующие 2 дня будем ходить без Припяти налегке, без рюкзаков. Ну да, плечи отдохнут, поясница отдохнет. Постараемся, чтобы стопы отдохнули. Последний путь был около, сколько, 14, да? Ну, 14-16 километров, но целиком по асфальту, и мы поотбивали себе стопы. Когда ты идешь по земле, почва амортизирует, и ногам идти легче. Когда ты идешь по асфальту, ты сам себе наносишь урон. И... Я вот, например, раньше этого не знал, теперь знаю. Бобер, где ты там? О, дай посмотреть, Ладно, пошли сюда. Давай сейчас попробуем. Пакеш. Скрон, блядь. А, ты его здесь закопал? Я думал, Фонарик возьми. Подожди, сейчас. Сюда его схавало. Сейчас тут. Кто пытался покуситься? О, у меня фонарь вообще уже не светит. Сейчас надо батарейку сменить. Где? Опять все стоит срок. Во. Я же достал уже, блядь. Ну шо, блядь. Ой, слушай, а мы же его реально Ты пытались. реально, блядь, схавали, блядь, пипец. Они походу залезли. А нихера, блядь. Не залезли? Нихера крышка своя отработала. Скотч. Вони, блядь, миші гризли, но как их не прогрызли, сука. Вот обидно им, наверное, было. О, слушай, вещи целые. Ебать! Я полностью целый схрон, блядь. Слушай, скільки всякої херни буде интересной. Овсяночка! Все, у меня овсянка на завтрак. Да никто. Овсяночка! Надо ее будет в следующий раз все лучше упаковать. Спагетти с тушеночкой, со специями. Это Залог успеха. это идеальный завтрак. Давай, перемешаем. Да. Ой, пахнет-то как. Чесночок. Чувствуешь? Пахнет. Гагарин, просыпайся, готово. Утро в зоне. Погодка прекрасная. С погодой нам вообще везет. Все время. Сейчас пойдем посмотрим второй схрон, который ребята делали полгода назад весной. Сохранился ли он. И потом будем выдвигаться на завод Юпитер. Он здесь совсем рядышком. Оп. Ну что, погнали? А схрон, по-моему, честно открытый. Да, заебись. Такое ощущение, что він тут, блядь, лежав. Тут ще реально тушняка на недельку. Позавтракали, немножечко посидели, отпустило ноги. В целом самочувствие стало после завтрака намного лучше, так что
Настроение поднялось, погодка отличная. Идем смотреть завод Юпитер. Хоть я и стараюсь не показывать этот дом со стороны, я все же понимаю, что тот, кто захочет, и тот, кто ориентируется на местности, без проблем сможет его найти. Просьба, если кто-то смотрит это видео и захочет найти этот дом или найдет его, ведите себя культурно. Если вам не хватает запасов, вы можете взять что-то со схрона. Если вам всего хватает, просьба ничего не трогать. Если же у вас наоборот много еды остается и вы хотите сбросить, можете добавить туда еды. Сейчас ведем себя максимально тихо и осторожно, потому что в Припяти больше всего патрулей. Так что режим максимальной осторожности. Ось дома. Короче, подошли к окраине Припяти. Здесь вот есть такие вот пятиэтажки. Здесь где-то должна быть сталкерская хата. Пойдем посмотрим. Посмотри по архитектуре, как красиво. Дома стоят по диагонали к дороге. То есть, у нас нет такого. Смотри, и торцы, вот балконы все выходят на дорогу. То есть балконы здесь на торцах. А вот все оно выходит. Очень. И их вот так вот 3 штуки подряд дома. Так сказать, жилой комплекс на минималках. Аккуратно люки. Такие нежданчики, как этот люк, тут часто могут ждать. А Припять вообще ветераны. Вот такая вот фигня. Навернуться можно, ногу сломать, нефиг делать. Сидели бабушки, кушали семечки и всех обсуждали. Кто кашу, у кого юбка короткая. Проживающих. Слушай, а ничего, такая комнатка для ночлежки. На балкончик так можно с утречка выйти, с кофе покурить. Как оказалось, это была не сталкерская хата. Сейчас посмотрим в другом доме. Может, перепутали дома. Кстати, кто смотрит видео, напишите, как вам блестящая золотая кофточка орла. Еще один люк. Ага, вот она. Нормально.
нормально. Вот это комфорт, я понимаю. Читаю. Так, заповеди, да? Первое, не спались. Второе, водка, одно здоровье. Не сожги лес, чтобы не сгореть в пьяном угаре. Соблюдай ТБ, это что? Техніку безопасности. Технику безопасности, точно. Буває таке, що він знаходить сіть, він просто показує, що типу, в случае чого є така-то сіть. А где верблюд? Верблюда кто-то видит? Да, судя по надписям, тут разный контингент обитает. Абсолютно. Картишки есть. И свастика присутствует. Сталкер. Сталкеру сталкер. Вот так вот. Сама надпись правильно. Тут было 30 грамм отборных бошек. Ебошева песня. О, нихера себе, вот это лежбище. И с балкончиком еще. Да, вот эта хатка зашибись, но, к сожалению, слишком палевная. Это они по квартирам шарятся и вот этих петухов ищут. Да нет, это мне сами кажется входит. 18-й год. О, это же мы, Гагарин. Это наш запись. Есть что-то? Конечно. О, вот эта тема. Пофоткай. Тут стоите. Смотри, 28.03, 28.05. Всем сталкерам привет. Планировали заброс через март и приехали в 22:00, но на мосту нас ждал сюрприз в виде погранцов. Проверили доки и продолжили стоять. Пришлось поменять маршрут. Закинулись на детятках. Хуй-хуёво, бля. До рассвета мост на Череваче перейти не успели. Первую ночь спали в Рудне. Начиная с Рудни, начало крыть дождями. Пришлось остановиться в доме лесника. Утром двинули на дугу, попали под жесткий дождь, но добрались до Волхова. Там пересидели, вышли ночью на Централ и удачно зашли в город. Сейчас решили порадовать ПМК. Что такое ПМК? ПМК это, учреждение. Пришло освещение? Да. Попали на вашу хату. Тут очень уютно. Это же, конечно, Красный домики никто ПМК делал. были. Тут комфорт. Ничего не брали, да и оставлять почти нечего, так как пришли налегке. Весь шмот в городе скинули. Пару сик в пакете, который над умывальником. Всем удачи. Мы будем дальше идти. Вот на Верви 5Т можете подписаться. Так, вот со Львова сталкеры были. Первый поход Ричков Брод. Так, 2 дня мы в Припяти. Встретились с ментами, погуляли. Когда пошли... неразборчиво. Когда пошли по воду, встретились с ментами. Так, ага, они говорят, ребята, давайте сюда, ну и мы на съеб. За нами собаку спустили, заныкались в заброшке. Дальше Думаешь, не спускали, пиздят? Она могла лаять, вряд ли они действительно... эти, блядь, которые хуились. Да. Собаку. Настроили Львова в зоне уже 4-й раз, закінчили через Черемошню по маршруту тихо, нікого не зустріли. На хату наткнулись випадково, місце круте. Так, экскурсий много, днем особо не погуляешь, выходить будем по Централу. И заскочим на дугу. Всем удачи и беспротокольных походов. Мы идем шариться дальше, в хате ничего не брали. По Централу это они ночью по главной дороге? Через дугу, я так понял. Не, ну по централу это типа выход по асфальту.
Короче, блядь, все бомжи. Никто ничего не оставляет. Так, дуже приємно, що сталкерське ком'юніті допомагає Денорю, бережи себе, шли налегке. Бобер, ну мусора же знают про эту хату, правильно? То есть сюда периодически наведываются? Я думаю, да. То есть спать здесь не очень безопасно? Я думаю, да. Последняя запись тут была 19.06. Давненько. Больше тут никого не было. Не факт. Просто я уже их Либо никто не отписывался. Ну давай отпишемся. Поставь. И напишу, не прошу. Закинулись на изи. Так. Сегодня потеряли 2 бойцов, принесли жертву 2 бойцов и пол-литра виски. Над всем. Гоняли ментов, спустили на них собаку. Вылили жопу лося. Так, дата какая сегодня? Хуй его знает. Хороший вопрос. 10.05. Дата какая? 10.05. Заебись. 5 октября. Почему он смеется как гиена? Он и есть гиена. Такой смех, блин. А, слушай, он чем-то на гиену в натуре похож. Из короля льва, да? Да. Из короля льва, да. У которого ухо было подрезано. Чтобы... Не, напиши, Напиши, что- видео с похода на канале Толяныч. Без встреч с ментами. Ну, Напиши, что в скором будущем серия видео о нашем походе на таком-то канале. Да? стоит ли это делать? А чё нет? Может быть, одного подписчика получим. Почему нет? Напиши, что там... Все? Да, читай. Так, с 5.10.2020. Привет из Одессы. Заброс прошел на изи, через детятки. Но за это пришлось принести жертву 2 человек и 0,5 элитного вискаря. Зона благосклонная. Исследовали 5-й энергоблок. Заебись. Всем советую. Тот, кто спиздил ручку, пидорас. Всем удачных походов. Идем дальше. Дальше вперед. На этом мы порешали. Погнали. В следующей серии мы посетим завод Юпитер и попытаемся найти жуткий затопленный бункер. Забегая наперед, скажу, что завод Юпитер по своим масштабам оказался больше, чем мы рассчитывали. Если серия вам понравилась, не забывайте поставить палец вверх и написать в комментариях, что вы думаете о нашем приключении. Если ждете продолжения, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, тогда вы первыми получите уведомления о выходе новой серии. Пока!